Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. И сегодня невероятно, лично для меня приятный обзор одного из самых моих любимых танчиков. И это у нас Черчилль 3 5-го левела, прем-танк, советский. Да, на самом деле он в Великобритании, но когда-то был передан, так сказать, советом по ленд-лизу. Вот. И тачка невероятная просто. Да, он неказистый, он корявый, выглядит на гроб с колесиками, да, и какая-то непонятная пушка, похожая на дудочку, но давайте все по порядку. Сначала пойдем посмотрим бронирование Черчилля 3. Погнали. Итак, вот наш Черчилль. Смотрите, весь желтый, наверное, брони на нем нет. Что я там говорю? Какая-то броня. Но смотрим, НЛД 122. Ого себе! Ого, кто не знает, будет сюда стрелять, все, по-любому не пробитие. ВЛД под хорошим углом 83, что тоже, как для 5-го даже левела, вполне себе. А люк мехвода, или это тут пулеметное гнездо, я уж точно не помню, ну неважно, вот эта часть корпуса красным 176, 63, вот такая дырочка, но она не такая уж большая, попробуй сюда попади. 63 то же самое. 88 в подбашенной рубке с этой стороны. Сама башня 88. А маска 76. Ну, щеки, понятно, там сумасшедший рикошет, приведенная броня. Планка наверху 25,4, но она имеет хороший угол наклона, и поэтому у нас 60 приведенки и рикошет. Боковая броня, вот здесь самое интересное начинается. Это, напомню вам, тяжелый танк 5-го левела, да, и у нас боковая броня 76. С такой броней не каждая восьмерка, девятка даже похвастает на тяжелых танках, на таких левелах. Может ли он танковать от борта? Этот танк создан на 4-м левеле для танкования от борта, но пробивается через каток, вы это должны знать, через каток бьется. Вот. Через каточек он бьется. Броня хорошая. Теперь по оборудованию. Давайте откроем весь список. Нет, не оборудование, что я говорю. Давайте посмотрим его пушку сначала. Что же за чудо-пушка такая на Черчилле 3? 75 альфа, вы скажете. Ой! Фу! Нифига себе фу. Да, нет фугасных снарядов, но у нас пробитие основным снарядом 110, что вполне себе хорошо. А голдой невероятные 180 пробития. Да? Заряжается, вы посмотрите, пушка на стоке 2,29. Это на стоке. ДПМ 2000, опять же на стоке. Точность 0,43, время сведения 2,3. Да, немного хромает точность, но, ребят, если бы здесь еще была бы точность шикарная, но это был бы сверх имба, не танк. По оборудованию. Давайте откроем весь список. Огласите весь список, пожалуйста. Давайте смотреть, а что нам надо. У нас плохая подвижность. У нас всего лишь вот уже турбина стоит. С турбиной 32. Без турбины было 28 и 14 назад. Всего лишь 10,5 лошадей на тонну. Значит, однозначно ставим турбину. Мы тяжелый танк. Даже с турбиной медленной. Идеальная мишень для ПТ-шек, СТ-шек, ЛТ-шек, даже тех же самых тяжей. Поэтому немного добавим себе ХП и добавим прочности к нашим гусеницам, чтобы их пореже сбивали. То есть тоже подходит. Ну и конечно же, поскольку у нас хорошее время сведения, усиленные приводы наводки нам не нужны, вот это нам не нужно 100%, малошумка, потому что ЛТшки, мы не ПТ, САУ пустовая, там маск-сеть, какие-то дополнительные группы зацепы, противосколочный подбой, который, по сути, сейчас он и не так интересен вообще на данном этапе в игре. Соответственно, досел. К нашему невероятному шустрому КД мы добавляем еще более быстрое заряжание орудия. У ВН пушки не самые комфортные, минус 6.
Но вот, поставив такое оборудование, экипаж здесь у меня, кстати, сидит неплохой, у меня менее 2 секунд заряжается, 1,85. А время сведения 2,05 офигенное. Вот, ДПМ 2500 вырос. Точность выросла до 0,39 благодаря, опять же, экипажу. Вот. По живучести у нас косарь, и это очень жирно. Очень жирно на 5-м левеле для такого инвалида, как Черчилль 3. Мобильность мы с вами смотрели. По незаметности, ну понятно, танк огромный, какая тут незаметность. Обзор, кстати, более-менее, как для тяжа, неплохой. 391 метр. Мы не слепые. Вот, я еще поставил инструкцию на турбину, чтобы он еще бодрее ездил. Вот, по снарядам. Здесь очень интересно у нас. Основной снаряд, обычная ББшка, летит почти 900 метров в секунду, и это более чем. Вот, а вот голда летит 1115, это подкол. Комфортная скорость полета снаряда. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель. Ну, я себе позволил поставить допаек. Экипаж у нас 5 членов экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком боевого братства дашь качать, как показано в таблице, по плюсам и минусам машины. Как для тяжелого танка с турбиной, у него вполне вменяемая подвижность, как для 5-х левелов. Прям реально. По подвижности вопросов лично у меня нет. По броне. Броня есть, но есть ослабленные зоны в корпусе, и, как по мне, все-таки прям сильно ослаблена башня. Ему бы еще башню поджашить, ему цены не было, да. От борта это король танкования, но есть слабое место, бьется через каток. В принципе, бронированию это плюс. По пушке однозначный плюс. ДПМ, точность, скорость полета снаряда. Все хорошо. Ой, извините. Вот. По пушке плюс. По незаметности, ну, это тяжелый огромный танк, нет. По обзору тоже плюс. Поэтому в этой машине, за исключением незаметности, все остальное плюс. И поэтому это первый признак, что этот танк прям иба. И на нем кататься, получать удовольствие реально можно. Можно и нужно. Предлагаю уже отправляться в бой, подергать за рычаги, пощупать эту машину, как она играет с вами, насколько она хороша. Погнали. Так, White Park, попали мы на Черчилли 3, обзор танка боя к 6 левелам. Поедем мы направо. Вот, у нас прем-танк, да, советский типа, да, на самом деле переданный в Великобритании по ленд-лизу нам, якобы. Вот. Соответственно, обзор танка боя. Поедем сейчас, вот такой вот красавчик. Ух, ух. Так, сейчас мы этих шестерок будем голдой головы им разбивать. Будем в упоре биться. У них есть КВ-2. Вот. Есть тоже Черчилль 3. И пойду участвовать! За базар отвечаю, пойду! У меня машина зверь порвет всех! Это да. Тачка у нас здесь. На прострел вставать прям во все лицо не хочу. Будем получать в борт и проезжать. Армян из чебуречной! Т6 медиум рвется. И он сейчас подожмется, наверное, без, хотя нет. Что-то застопорился. Оп, бедняк. Я не растерялся, я же охранник! Да, мы же охранники. Матильда там трется, хорошо. Хозяйника пришел! Посмотри, какие, а! Их украли! Произошла кража! Стоямба, я вас всех порешаю сейчас! Ну, ёлки-палки! Молодой, горячий! Сколько мы на себя урона берем.
Насяйника! Базаром она Привет! фильтруй! И Армену в носяру херакс! А кто это сделал? Что ты делаешь? Шпили-выли делать будем. Насяйника пришел. Светим еще. Что-то Черчилль там подобнаглел. Это так аккуратненько. Чекнем. У нас пушка не гнется ни хрена. Шпили-выли делать будем. Очень просто. Бьет так, человек на 5 метров отлетает. Я тогда достал свою морковку и дал ему морковку. Вот засвет. Борьба идет, это хорошо, борьба. Все, завалили. Вот так, а пусть от У них нас на свет, принялся. ребята, косарь 700 настрелов. Ну разве не замечательно? Я сам хер его знаю. Нас Да убил урод, подобный аппарат, но как приятно все равно играть на Черчилле. 773 мы настреляли, 947 насветили. Итого 1700 суммарного урона. Давайте. Сзади еще выстрел. Есть. 12-8. Победа. Эх, могли, конечно, больше настрелять, но слишком много я напринимал. Потому что ВМ у нас не самый лучший, длинный. Корпус спереди, башня-то практически посередине. Играть вот на таких холмистых местах, конечно, сложно. На рельефах. Так. Ага. Я не растерялся, я же охранник. На тебе. От Кромвеля подарочек. Так. Побежал. Оп, мимо. Все. Победа, ладно. Что можно сказать про Черчилль 3? Это универсальная интересная машина с броней, с невероятной пробивной ДПМной пушкой. Вот. Едешь и нагибаешь. Очень часто рикошетит. Но здесь я наполучал, прям реально подставлялся. Тачка невероятно комфортная. Мне очень-очень нравится, если на ней грамотно отыгрывать. Можно сколько всяких гадостей вытворять. Ребята, пишите, у кого есть прям танчик Черчилль 3. Да. Как он вам? Ну, я считаю, это имба. Реально имба на 5-м левеле. Вот. Это реально имба. Приятная машина, приятная в первую очередь по пушке. Ну и даже что-то броня есть. Вот так вот. Сочетание вот это прямо. И, кстати, в принципе, подвижный танчик. Вот. Пишите, какое вы используете оборудование на этой машине. Я вот считаю, что турбина, закалка и, конечно же, досел прям
идеально подходит для этой машины. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.